Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание знакам зодиака, которые обладают способностью наводить порчу на своих врагов и недоброжелателей. Кто же эти знаки зодиака, которых нужно бояться? Далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация и это видео будет полезно и важно. Вы знаете, порча – это то, чего боятся все люди. Возможно, многие люди не верят, но когда касается слова порчи, почему-то многие люди аж прямо просыпаются. Люди знают о том, что именно порча негативно влияет на все сферы человеческой жизни. Потому что из-за порчи у человека начинает не складываться в жизни, начинаются проблемы, человек начинает серьезно болеть, и уйма других неприятностей возникает в жизни человека. И, конечно же, люди вздрагивают, когда кто-то их проклинает какими-то словами, когда им кто-то желает зла, и когда особенно люди очень становятся раздражительными, злобными, когда они узнают о том, что кто-то пытается на них навести порчу, проводя определенные ритуалы и обряды. Но на самом деле столь эмоционально реагировать на это не нужно, потому что это все-таки в первую очередь это энергетика. Дело в том, что некоторые люди, они способны наводить порчу на врагов, и они рождаются под определенными знаками зодиака. Итак, кто же эти такие вот сильные личности с таким вот дурным глазом? На первом месте это знак зодиака Скорпион, потому что люди данного созвездия являются настоящими колдунами и экстрасенсами. Именно у скорпионов хорошо развита интуиция. Они могут хорошо чувствовать окружающих и манипулировать ими за счет этого. И когда представители данного знака зодиака злятся, они особенно страшны. И в таком состоянии они могут направить на своего врага, недоброжелателя, возможно, человека, который на них криво посмотрел, мощный поток негатива, которым разрушит его жизнь. К слову, на самих скорпионов никакие проклятия не действуют, потому что их оберегают те тонкие миры и высшие силы, которые окружают их. Но для того, чтобы скорпион действительно мог обладать вот этой способностью, у него должно быть хорошо развита интуиция. Если вы исключение из правил, не у вас не развитая интуиция, не расстраивайтесь, значит вы не оказываете никакого влияния на людей. Но скорпионов нужно бояться, помните все-таки об этом. Следующий знак зодиака это близнецы, и близнецы это тот знак зодиака, тот человек, которого видят мир в ярких красках. Близнецы сами по себе могут положительно влиять на жизнь друзей, на жизнь родственников. Почему? Потому что у этого знака зодиака, у близнецов, у них есть на это силы. Но они, как правило, не делают этого, потому что близнецы тратят свою энергию именно на негатив. И, к сожалению, близнецы делают это неосознанно. Причиной этому является, возможно, где-то их тайная ненависть к людям. И, как правило, она проявляется в том случае, если они видят, что люди им завидуют, пытаются сделать какие-то пакости, возможно, словом, возможно, кто-то делом. Но близнецы именно очень чувствительны к негативу. Недаром они и близнецы, поэтому они всегда взвешивают на своих чашах положительную сторону любого человека и отрицательную. И когда они видят, что идет в их сторону негатив, они принимают
настолько себя, становятся настолько сильными людьми, что, знаете, становится как зеркало, которое отражает вот этот негатив. Поэтому, пожалуйста, старайтесь не только близнецам, но и вообще людям не слать негатив, злость и так далее. Потому что возврат всегда приходит. Приходит прямо в тот момент, который вы не ожидаете и считаете, что вы Бог нашей планеты Земли и вы пуп Земли. Но что самое интересное, люди, как правило, всегда ломаются или их ждет проблема, опасность не на большом каком-то вот конкуренте, сильном человеке, а на мелком. Поэтому будьте внимательны. Следующий знак зодиака – это рыбы. Вы знаете, сглазить человека для рыб достаточно вот простая задача. Но не стоит думать, что знак зодиака рыбы, они достаточно как бы злые и бессердечные. Нет, они просто вспыльчивые и ранимые люди. И обида может на долгое время остаться у них в душе, что помешает им радоваться жизни. И представители данного знака зодиака при таком раскладе могут излучать негатив. За счет этого будут наносить вред окружающим. Поэтому, если в вашем окружении есть рыбы, то, пожалуйста, не расстраивайте их по пустякам. Особенно это касается рыб уже преклонного возраста, потому что они за весь период своей жизни имеют определенный опыт, знания и, возможно, даже знают, как правильно управлять вот этими энергиями. Поэтому подумайте 10 раз перед тем, как вы хотите что-то сказать, особенно в присутствии знака зодиака рыбы. Далее, следующий знак зодиака – это Козерог. Вы знаете, Козерогов злить и нервировать не стоит, потому что Козероги могут отомстить за плохое отношение к себе. И, как правило, Козероги делают это очень жестко. Они сознательно наведут на соперника порчу, сделают все, чтобы его жизнь стала невыносимой. И после таких действий существование Козерогам станет лучше и даже ярче. Поэтому старайтесь никогда не вступать в конфликты с Козерогом, не ругаться по любой причине. Но потому что добиться желаемого это, к сожалению, не поможет. А вот вам жизнь испортит. И если у вас на пути будет Козерог, который вам испортит сегодня день, то, к сожалению, вся остальная часть дня, она пройдет просто неплодотворно. Вы будете разбиты и вам будет тяжело. Кроме того, друзья, обязательно знайте, кто в вашем окружении находится из знаков зодиака, для того, чтобы правильно применять те знания касательно защиты от негатива, от порчи и от сглаза. Это очень важно, особенно в наше время. Ну а с вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся в следующем видео.